Привет, мы сегодня вам расскажем наш опыт в покупке машины. Так все началось, я помню, но как бы все началось давно еще. Мы давно думали о том, что, может быть, можем его купить. Наконец-то у меня получилось уговорить жену, и так мы взяли. И это было 21 февраля. Я позвонил в Tesla, мы это делали необычно, как через сайты делают, мы делали по телефону. Платили 100 евро как резервация, и вот так начался процесс. Нам сразу звонили, после того, как давали эти 100 евро за резервации, и говорили, что, может быть, есть одна машина, такую, как вы купили, Long Range, синяя, белый интерьер, с колеса 18 дюймов. Может быть, есть одна, можем давать сразу. Так мы, как вы можете думать, мы очень радовались, но через полчаса все пошло не так, потому что оказывается, что в этом же моменте другой продавец в другом офисе зарезервировал эту машину, так что мы потеряли ту, и нам пришлось ждать, чтобы производили. В это время хочу сказать, что продавец вел с нами очень дружелюбно, вообще служба была отличная, не могу говорить меньше, нам ответили всегда и очень правильно и давали точные данные. Это было конкретно нам. Я знаю, что другим было совсем наоборот, что продавец пропал, не отвечает, никто не дает никакую информацию, но я говорю, как было с нами. Конечно же, Tesla нам не платили, чтобы мы говорили хорошо. Просто рассказываем наш опыт. Так вот, после этого дня, это было 21 февраля, мы начали ждать, чтобы нам производили машину. Наша машина приехала из Фримонт, из Америки. Потом, как вы знаете, начался этот вирус. Все пошло до того, что в Испании заявили карантин. Какой-то не полный карантин еще был, но было такое, что банки закрылись, нотариусы закрылись, и мы не могли подписать контракт на покупку. Мы поменяли банк на другой, который работал, и я заказал, как, не помню, как называлось, но типа нотариус, что-то там особенный случай, то, что меня взяли, был только сам нотариус, больше никого, все в масках, все в перчатках, не трогались друг от друга всегда 1,5 метра, даже мне давали ручку, с которой я подписал, мне давали с собой. И вот так подписали контракт, сразу отправили Tesla, и мне сразу звонит продавец и говорит: слушай, твоя машина, может быть, приедет сегодня к нам, к ним, то есть в Мадрид. Мы находимся в Мурсии, это примерно 400 километров. Поскольку карантин, мы не могли ехать собрать свою машину. У нас были два варианта: или ждать, или делать все очень быстро, чтобы они нам отправили на эвакуаторе из Мадрида. И еще один раз они вели себя отлично с нами, отправили машину на эвакуаторе бесплатно. Нам сказали, что это примерно стоит 600-700 евро эвакуатор. Но дело не в том. Дело в том, что мне звонил продавец и говорит, что если вы хотите получить машину уже, нам нужно подписать все бумаги, уже все, то есть нотариус, давить на нотариуса, чтобы он все отправил в государство и все печатал очень быстро, потому что сегодня четверг, и мы думаем, как потом в самом деле было, что в субботу делают карантин полный, перекроют все дороги, и мы не сможем вам отправить машину. Хорошо, что мы это сделали, что я позвонил нотариуса, чтобы Давид, чтобы все быстро было, подписал бумаги на делать номер машину, даже перед тем, как они получили, чтобы они начали это все сделать, потому что потом в понедельник, в субботу объявили, с понедельника действовало этот карантин, и они не могли бы отправить нам. Хорошо, что мы это сделали тот же четверг. И в пятницу они получили номер машины, они, то есть Tesla, и отправили машину к нам. Машина к нам приехала в час на эвакуаторе. У нее было 80% зарядки, когда они нам принесли.
Еще первые дни мы, конечно же, не могли ехать, потому что стоял этот карантин. Самое интересное, что когда ты едешь к Tesla, они тебе делают этот процесс, чтобы было там как другой опыт из другого мира, что-то там. Вы знаете, как дядя Илон любит всякое такое. И теоретически говорят, что когда ты приходишь на место собрать машину, там стоят куча машин, и тебе говорят так, на тебе свой ключ, поищи свою машину, чтобы ты проходил по машинам, искал какую свою. У нас было не так, даже не играла Дэвид Боуи, когда мы заходили в машину, как всем делают. Мы просто собрали машину у эвакуатора, хотя не всем доставляют машину по домам из Мадрида. Ну, как бы, это тоже нам хорошо было, что не пришлось ехать в Мадрид туда-обратно. Ну ладно, мы получили машину из эвакуатора, подписали бумагу, что мы получали. И мне звонил продавец и делал то, что они называют онбординг. В этом онбординг они тебе учат самое основное, как включать машину, как пользоваться экраном, самое главное. Он с нами поговорил минут 30-40 и рассказал очень все подробно и говорил, что если у вас есть какие-то проблемы или вопросы, сейчас или потом можете меня звонить в любом моменте. Помню, что мне чувак говорил, завтра, суббота-воскресенье, но ничего, если у тебя есть что-то, можешь меня звонить без проблем. Даже на такое они рассчитывали. Нам тоже учили, что нельзя трогать, что там Франк, передний багажник, как ее открыть, закрыть, и что там есть вот эта наклейка, которую, если ты уберешь, машина выключится. Это только на случай аварии. И это физически отключает батарею от машин. Так что, если ты случайно уберешь, ты больше не сможешь ехать. Нужно отвезти в службу. После этого онбординга мы покатались тут по городу, потому что был карантин, как я говорил, и поехали домой и парковались. И следующие 2-3 недели машина просто стояла у нас в гараже. Просто Tesla, они так делают, так чтобы твой опыт в покупке машины с самого начала до конца, они делают этот весь процесс, чтобы был особенный, магический для каждого клиента, чтобы ты всегда будешь помнить, как я получил машину. И они делают вот это специально, чтобы было больше загадки. Например, никакую информацию тебе не дают. Ты знаешь, что ты заказал, и больше ничего. И вдруг какой-то один день тебе звонят, и вот у тебя подарок. Твоя чудо случилось. Приехала твоя машина к тебе. Так что наш опыт был отличный. Они с нами очень хорошо связывались, очень дружелюбно. Даже мне было плохо, насколько они хорошо обратятся к нам. Процесс было все хорошо. Были маленькие вещи в машине, которые были не так, рассказаны об этом в другом видео, но вообще все было хорошо. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся на следующем видео. Пока.